Всем привет, дорогие друзья! В мире существует огромное количество рецептов плова, не только узбекский. И сегодня я хочу поделиться с вами рецептом плова, который больше всего готовят в странах Ближнего Востока, и также чем-то он похож на индийский плов бирани. Главное отличие этого плова от привычного для нас узбекского – это использование зелени и большего количества других овощей, помимо лука и моркови. Этот плов получается очень вкусный и ароматный. Рис рассыпчатый, мясо нежное, оно просто само отделяется от косточки. Это блюдо может украсить любой праздничный стол, но его также можно приготовить и к ужину. И для рецепта мне понадобится в первую очередь замариную ребра баранины. Для рецепта также можно использовать и другое мясо. Если хотите, можно взять ребра свинины. Добавляю соль, черный перец, черный перец и другие специи, конечно, добавляйте по своему вкусу. Я буду использовать сушеный чеснок, 1 чайную ложку, сушеный кориандр, куркума, примерно пол чайной ложки, кумин, 1 чайная ложка. И также я добавлю немного хлопьев перца чили, примерно четверть чайной ложки. Хорошо втираю специи в мясо. Готовить рис с мясом я буду вот в таком большом противне, размер 34 на 24 сантиметра. На дно налью немного растительного масла. Режу овощи и сразу их буду выкладывать в противень. Лук нарезаю довольно крупно. Также крупной соломкой режу морковь. Как видите, у меня довольно много лука и моркови. Режу чеснок. Чеснок я режу также довольно крупно. И режу перец чили. Добавляю в противень. Режу болгарский перец. Обязательно удаляем все семена и перегородки. И перец я режу крупными квадратами. Сразу хочу сказать, это не узбекский плов. В мире существует огромное количество рецептов плова. Этот плов готовится с большим количеством овощей. Здесь есть болгарский перец, здесь есть зелень. Этот плов чаще всего готовят в Индии или на Ближнем Востоке. И режу большой пучок кинзы. У меня на канале уже очень много разных рецептов плова разных народов. Обязательно заходите и посмотрите. Ссылки на все рецепты я оставлю под видео в описании. Дополнительно подготовлю специи для овощей и риса. Здесь у меня семена кардамона. Их надо раздавить и достать семена из стручков. Вот эти сами коробочки, стручки я убираю. Они мне не нужны, они очень жесткие. Вот получаются такие небольшие семена. Их я отправляю обратно в ступку. Аромат, конечно, у кардамона просто потрясающий. Если у вас есть молотый кардамон, можно добавить его. Но, конечно, когда вы используете вот такие целые семена, получается больше аромата. Вот у меня получилось примерно столько семян кардамона. Также в ступку добавляю 1 чайную ложку семян кориандра, добавляю 1 чайную ложку горошин черного перца и чайную ложку семян кумина. Хорошо растираю пестиком. Аромат, конечно, просто потрясающий. Высыпаю молотые специи в овощи, добавляю соль, хорошо перемешиваю. Сверху на овощи выкладываю замаринованные ребра. Добавляю немного воды. Закрываю сверху пергаментом и фольгой. Отправляю запекаться в хорошо разогретую до 230 градусов духовку примерно на 30-40 минут. Очень многое зависит от того, на какие куски у вас порезано мясо. Если мясо порезано толсто, ему может понадобиться и больше времени. И пока запекается мясо с овощами, надо подготовить рис. Для рецепта я сегодня использую вот такой красивый длиннозерный рис басмати. Рис надо хорошо промыть и слить через сито.
Мясо с овощами я достала из духовки. Аккуратно снимаю пергаментную бумагу и фольгу, чтобы не обжечься паром. Аромат стоит просто потрясающий. Я сейчас мясо снимаю на тарелку. Оно такое нежное, посмотрите, уже даже оголяется косточка. Теперь в овощи я всыпаю промытый и просушенный рис. Вместо риса басмати можно также использовать и рис жасмин. Тоже будет очень вкусно. Здесь у меня 500 мл только что закипевшей воды. Добавляю соль, перемешиваю. Соли я использую неполную чайную ложку. Выливаю воду в противень. Немного все перемешиваю. Выкладываю сверху кусочки мяса. Закрываю фольгой с пергаментом и отправляю обратно в духовку примерно на полчаса. Прошло полчаса, и я аккуратно снимаю с формы фольгу и пергаментную бумагу. Посмотрите, как все замечательно выглядит. Рис полностью готов. Перед таким пловом никто не сможет устоять. Посмотрите, мясо великолепно тоже проготовилось. Оно фактически само отделяется от косточки. Мой плов готов. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!